Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня я готовлю пирожки с капустой. Для приготовления мне необходимы следующие продукты. Для теста 500 граммов просеянной муки, 300 граммов сыворотки. Сыворотку можно заменить 250 граммами молока и 50 граммами воды. 80 граммов сливочного масла, его можно заменить растительным, если вы хотите. 1 яйцо, столовая ложка или 30 граммов сахара, 2 чайные ложки с небольшим верхом, 7-8 граммов сухих дрожжей, 1 чайная ложка соли. Для начинки 700 граммов капусты и 200 граммов лука. Если не хотите использовать лук, не используйте, добавьте больше капусты. Дрожжевое тесто – продукт деликатный. Оно не любит спешки и плохого настроения. Поэтому готовить пирожки нужно, когда у вас есть время и желание. Все продукты для теста должны быть теплыми, как минимум комнатной температуры. Сыворотку перед использованием нужно немного подогреть. До температуры примерно 30-35 градусов. Сначала я активирую дрожжи. Я это делаю всегда для того, чтобы убедиться, что они обладают хорошей подъемной силой и не подведут меня в нужный момент. Добавляю к дрожжам чайную ложку сахара и 2 чайные ложки муки от общего количества. Заливаю примерно 50 мл теплой сыворотки и все перемешиваю. Оставляю до появления пенной шапочки. Как вы видите, с моими дрожжами все в порядке, и я могу продолжать. Добавлю сахар в оставшуюся сыворотку, перемешаю, разболтаю яйцо, в углубление в муке вливаю дрожжи, яйцо и оставшуюся сыворотку и перемешиваю все продукты. И теперь, перед тем, как вымешивать тесто, я оставлю его на 15-20 минут, для того, чтобы влага в нем равномерно распределилась. Добавлю в тесто соль. Перед добавлением я немного растворю ее в воде. Дрожжи не очень любят соль, поэтому лучше добавлять ее в числе последних ингредиентов. И понемногу вмешаю растопленное сливочное масло. На подпыленную мукой поверхность выкладываю тесто, руки также смазываю мукой и вымешиваю примерно 10 минут. По мере необходимости добавляйте муку, но очень не усердствуйте, чтобы не взбивать тесто. Почему так важно хорошо вымесить тесто? Да потому что во время замеса в нем образуется каркас из клейковины, и он потом помогает держать углекислый газ, который выделяется при брожении дрожжей. От того, насколько хорошо вы вымесите тесто, зависит, какими пышными и вкусными будут ваши пирожки. Хорошо вымешанное тесто перестает липнуть к рукам и к столу. Смажьте емкость растительным маслом, тесто округлите и сверху также немножко смажьте маслом. Накройте салфеткой или пищевой пленкой и уберите в теплое место для выхаживания. А пока можно заняться капустной начинкой. Мелким кубиком порежу лук. Примерно так. И небольшими шашечками капусту. На разогретую сковороду с растительным или сливочным маслом выкладываю лук. И обжариваю его до легкого золотистого цвета. К обжаренному луку добавляю капусту. Огонь немного убавляю. Смотрите, чтобы капуста не подгорела, иначе она будет горчить. Когда капуста слегка обжарилась, уменьшаю огонь до минимума, накрываю ее крышкой и тушу почти до готовности, периодически помешивая. Когда капуста почти готова, нужно ее посолить. При желании можно немного поперчить. И еще я добавлю мороженой зелени. Это укроп. Все перемешаю и буду доводить до готовности уже без крышки, чтобы лишняя жидкость из начинки выпарилась. Я буду делать пирожки с чисто капустным фаршем. Но в этот фарш при желании можно добавить отварные яйца, грибы, курицу, мясной фарш или рыбу. Ориентируйтесь на свой вкус. Прошло 1,5 часа, тесто увеличилось в объеме больше, чем в 2 раза. Чтобы понять, пора ли его осаживать, можно сделать так. Нажимаете пальцем и делаете выемку. Если она сразу же растягивается, значит тесто еще бродит. У меня выемка остается, значит пора тесто осадить. Осаживая тесто,
мы выдавливаем из него скопившийся углекислый газ и обогащаем его кислородом, что активизирует наши дрожжи для дальнейшей деятельности. Переверну тесто и оставляю для второго подхода. Второй раз тесто, как правило, подходит уже значительно быстрее. Для второго подхода тесту понадобилось 50 минут. И можно двигаться дальше. Подпыляю стол мукой, выкладываю на него тесто, формирую из него жгут и делю на порции. Каждый кусочек теста округляю, стягивая концы к центру и укладываю на стол. У меня получилось 17 кусочков теста. Оставляю их минут на 10 расстояться. Хорошо выходившее и поднявшееся тесто иногда при разделке или раскатке издает такой характерный звук – попискивание. Если вы его услышите, значит тесто удалось. Пришла пора формировать пирожки. Можно раскатать сразу все лепешечки, а можно делать по одной. Выкладываю на середину начинку, защипываю края. И укладываю пирожок на противень швом вниз. И таким же образом формирую все остальные пирожки. У меня получилось 2 противня пирожков. И я оставляю их на 30 минут на расстойку. Пирожки готовы для выпекания. Смажу их сверху для красоты взбитым яйцом. Можно использовать один желток, будет еще лучше. Либо яйцо, смешанное с молоком. Можно смазать растопленным сливочным маслом. Отправляю пирожки в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, на 25-30 минут, до зарумянивания. Первая партия пирожков готова, они провели в духовке 25 минут. Вот такие красивые, румяные. Сниму их с противня и накрою чистым полотенцем. Вот такие замечательные пирожки у меня получились и обязательно получится у вас. Непременно приготовьте и приятного вам аппетита! Спасибо, что вы были со мной, смотрели видео. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго и до новых встреч! Кухонные фишки!